Всем привет! Существует множество рецептов куличей с разными технологиями приготовления и разными вкусовыми добавками. Я сегодня хочу поделиться потрясающим старинным рецептом кулича, по которому готовили еще наши бабушки. Постараюсь показать и рассказать о тонкостях и секретах приготовления, в том числе про использование алкоголя в пасхальной выпечке, зачем и когда его добавлять и что это дает. По этому рецепту куличи получаются нереально мягкими, нежными, очень ароматными и потрясающе вкусными. Я дополнила рецепт добавками и пряностями по своему усмотрению. Обязательно досмотрите видео до конца, в конце будет анонс нескольких следующих рецептов, которые выйдут на моем канале в ближайшее время. Вот те продукты, которые мне понадобятся для приготовления. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры. Начинаем с приготовления опары. В миску выливаю 250 мл теплого молока. Температура должна быть не выше 35 градусов. 30 граммов прессованных дрожжей. Если используете сухие, берите в 3 раза меньше. 1 столовая ложка сахара из общего количества. 4 полные столовые ложки муки, также из общего количества. Мука должна быть высшего сорта, ее необходимо просеять 1, а лучше 2 раза, чтобы обогатить кислородом. Тщательно все перемешиваю до однородности. Опару я сегодня делаю жидкую. Накрываю пленкой и убираю в теплое место для подъема минут на 30. Время подъема зависит от температуры на вашей кухне. Оптимальной температурой для подъема дрожжей считается 25-30 градусов. В другую миску отправляю 5 желтков. У меня желтки категории СО. Общий вес 100 граммов. Высыпаю весь оставшийся сахар, ванилин и тщательно растираю желтки с сахаром и ванилином до посветления массы. Для удобства можно воспользоваться ручным или электрическим венчиком. В результате сахар должен полностью раствориться и должна получиться вот такая однородная, глянцевая, высветленная желтковая масса. Вливаю в нее заранее растопленное сливочное масло. Нужно дать ему немного настояться, остудить до температуры примерно 35 градусов. Так куличи получатся более мягкими и нежными. Вливаю 1,5 столовые ложки растительного масла. Оно придает тесту однородность и эластичность, улучшает его структуру. При вымешивании тесто не будет разрываться. Выкладываю всю сметану. По рецепту ее 40 граммов. Я взяла жирностью 20%. Можно использовать любой жирности, но я рекомендую не ниже 20. Все хорошо перемешиваю. Для того, чтобы куличи получились вкусными, очень важно соблюдать пропорции и последовательность действий. Добавляю цедру одного небольшого апельсина. Можно также использовать цедру лимона. Соль и пряности. У меня сегодня пол чайной ложки соли, кардамон, мускатный орех и куркума. Точное количество укажу в описании под видео. Вы можете использовать пряности по своему вкусу или не использовать их вовсе, но с пряностями куличи получаются более ароматными и вкусными. Все хорошо перемешиваю, чтобы все ингредиенты объединились, а пряности равномерно распределились в сдобе. Тем временем подошла опара. У меня на это ушло 30 минут. Посмотрите, какая она нежная и воздушная. Отправляю опару в сдобу. Хорошо перемешиваю до объединения двух масс. Посмотрите, как пузырится тесто. Это говорит о хорошем качестве дрожжей. Постепенно всыпаю муку. Не всыпайте всю муку сразу, так как у вас может уйти меньше заявленного количества. Мне в итоге понадобилось ровно 500 граммов. Как я уже говорила, муку нужно заранее просеять 1-2 раза. Я сделала это дважды. Очень важно не забить тесто мукой. Оно должно оставаться мягким, вязким, немного липким, но при этом после вымешивания стать эластичным и однородным. Вначале перемешиваю тесто силиконовой лопаткой, а потом начинаю вымешивать руками. Делаю это интенсивными движениями не менее 15-20 минут. Это делается для того, чтобы хорошо разошлась клейковина, которая отвечает за гладкость и эластичность теста, пышность и пористость куличей. Если у вас есть кухонная машина, можете воспользоваться ей.
Вначале может показаться, что муки мало, тесто липкое и недостаточно упругое, но я не рекомендую добавлять лишнюю муку, так как в процессе вымешивания и расстойки тесто поменяет свою структуру. А если забить тесто мукой, то куличи не получатся пористыми, нежными и воздушными и будут быстро черстветь. Для того, чтобы легче было работать с тестом, советую смазывать руки растительным маслом. Также в работе мне очень помогла силиконовая лопатка. В итоге я вымешивала тесто 20 минут. Посмотрите, как изменилась его структура. Оно стало более эластичным, однородным и гораздо меньше липнет к миске и к рукам. Когда тесто вот так начнет отставать от рук, значит вымешивать достаточно. Вот такое тесто получается после первого вымешивания. Оно остается мягким, вязким, немного липнущим, но уже становится гладким и эластичным. Накрываю миску пленкой и убираю в теплое место для подъема примерно на 50-60 минут. Время зависит от температуры на вашей кухне. Очень важно, чтобы в помещении не было сквозняков. Я сегодня буду использовать в качестве добавки изюм, который заранее хорошо промыла и замочила на ночь коньяком. Коньяк практически весь впитался. Прошло 60 минут, тесто отлично подошло. Вот такое оно воздушное, пористое и нежное. Беру миску побольше, предварительно смазав ее растительным маслом, перекладываю в нее тесто. Как вы видите, после первого подъема тесто абсолютно не липнет к миске. Высыпаю весь изюм и начинаю вымешивать. Делаю это примерно 5-7 минут. А пока скажу несколько слов про использование алкоголя в пасхальной выпечке. Для чего же используется коньяк в дрожжевом тесте? Он делает тесто более пышным и воздушным, а также улучшает вкус готовой выпечки. Куличи с добавлением спиртного лучше пропекаются. Вместо коньяка можно использовать водку, ром, бренди или ликер. Добавлять алкоголь можно или непосредственно в тесто перед всыпанием муки, из расчета на 1 кг теста 1 столовую ложку алкоголя, или же путем замачивания в алкоголе изюма или цукатов, как поступила я. Как вы видите, тесто практически не липнет к миске и к рукам. После 5 минут вымешивания это выглядит вот так. Накрываю миску и убираю опять в теплое место для второго подъема. Прошло еще 60 минут. Тесто вот так вот шикарно подошло. Можно начинать формировать куличи. Смазываю руки растительным маслом. Общий вес теста получился 1350 граммов. Я буду выпекать в формах диаметром 11 сантиметров. Выкладываю в форму. Немного выравниваю. Я вначале не рассчитала вес, и один кулич у меня получился немного меньше. Получается 4 формы примерно по 337 граммов. Накрываю полотенцем и оставляю растаиваться минут на 60. Куличи отлично подошли. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов вверх-вниз без конвекции на 25 минут. Через 25 минут увеличиваю температуру до 175 градусов вверх-вниз и допекаю еще 8-10 минут. На готовность проверяю деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Еще один способ проверить готовность – постучать по донышку. Звук должен быть глухой. Теперь готовлю глазурь. К одному белку вливаю 1 чайную ложку лимонного сока и начинаю взбивать. Сначала делаю это на средних оборотах, а потом на максимальных. После образования пенной шапочки постепенно добавляю всю сахарную пудру. Ее должно быть в 2 раза больше, чем белка. Имейте в виду, что чем больше сахарной пудры вы используете, тем быстрее застывает глазурь. Для меня это оптимальные пропорции. Вот такая белоснежная глянцевая глазурь получается. Этого количества глазури как раз хватает на 4 средние кулича. Украшаю разноцветной посыпкой. Вы можете украсить по своему вкусу или желанию. Разрезаю на следующий день после полного остывания, чтобы показать, какие они мягкие не только в горячем виде после духовки, но и сохраняют свою нежную пористую структуру очень долго. Куличи идеально пропеклись, получились нереально воздушными, мягкими и очень ароматными. После приготовления этих куличей аромат на кухне сохраняется еще несколько дней. Очень вкусные и очень нежные. Все ингредиенты с указанием точного количества будут в описании под видео. Рекомендую вам обязательно приготовить куличи по этому рецепту, а также подписаться на мой канал. Впереди будет много интересных рецептов, анонс на некоторые из них вы сейчас сможете увидеть. Чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик. А я всем говорю пока.